На самом деле, мне вот это понадобится. У нас присутствуют выдающиеся специалисты в области градостроительного планирования и развития транспортных систем. Вы всегда говорили о том, что для решения тяжелых проблем Москвы, связанных с этими направлениями, необходимо использовать международный опыт и приглашать международных специалистов, которые знают, как решались аналогичные проблемы в других мегаполисах мира. К сожалению, такая практика, которая начисто чужда правительству Москвы, причем независимо от того, кто его возглавляет, такой же вот изоляционизм в этом вопросе, который возник при Лужкове, он сегодня, насколько я понимаю, продолжается и при Собянине. Наши чиновники прекрасно все сами знают, где что строить, где что прокладывать, что сносить. В результате все их градостроительные проекты, как правило, оборачиваются еще худшими проблемами, еще большими пробками и так далее и тому подобное. Вот, поэтому я хочу поблагодарить Максима Каца и тех активистов гражданских, которые с ним работают. Они организовали приезд в нашу страну двух очень крупных специалистов с мировыми именами. Это Вукан Вучик, которого все прекрасно знают, по его книге, она была издана и переведена на русский язык. И Тур Хотвайт, тоже всемирно известный специалист. Более подробно об этом проекте расскажет Максим Каца. Пожалуйста. Спасибо большое. Мы действительно, наша организация «Городские проекты», пытаемся работать над тем, чтобы города в России стали более удобными для жизни, в частности Москва. А транспортные проблемы – это один из важнейших аспектов этой темы. И когда мы заметили проекты реконструкции вылетных магистралей и хордовых направлений, которые сейчас делаются в Москве, мы очень удивились, потому что они противоречат на первый взгляд многим принципам, которые я читал в книгах и узнавал лично у специалистов. Поэтому мы решили пригласить независимый экспертный комитет 3 иностранных специалистов, которые приехали бы и за деньги, собранные с жителей Москвы на пожертвования, провели бы независимый анализ этих инициатив правительства Москвы. И вот мы собрали эти деньги, 2,5 миллиона рублей было собрано до 2,6 даже через блоги с помощью пожертвований. И специалисты приехали, к сожалению, третий специалист Жан-Клод Зив, французский коллега, он участвовал в докладе удаленно, так как не смог приехать из-за обострения тяжелой болезни, а впоследствии он, к сожалению, скончался, и поэтому доклад начинается с упоминанием его участия и объяснением этой ситуации. Ну вот это был экспертный комитет, состоящий из 3 человек, они провели полностью независимый анализ. Сейчас они приехали для презентации этого анализа. Презентовать мы его будем наиболее возможному широкому кругу людей, влияющих на городскую политику, как представителям мэрии, так и представителям оппозиции. И я с удовольствием пришел сюда в партию «ЯБЛОКО», которая поддержала меня на моих выборах в муниципальное собрание. Меня выдвигала именно партия «ЯБЛОКО», хотя я не являюсь ее членом. И, в общем, поэтому мне очень приятно быть здесь и презентовать этот доклад.
Сейчас профессор Вукан Вучик и Тур Хотвайт, это специалисты из Норвегии, презентуют доклад. Единственное, у нас тут придется нам делать последовательный перевод, а это всегда долго, а у нас всего час. Поэтому это, наверное, немножко будет укороченная версия, и нам придется быстро пробежаться, а потом ответить на ваши вопросы. Поэтому сейчас я передаю слово Вукану Вучику, и будет последовательный перевод. Спасибо. Так, мне очень приятно быть с вами сегодня, но я не могу говорить по-русски. Я говорю по-английски с переводом. We had the basic task to review at this time when Moscow has many transportation problems and is trying to do major improvements to that situation. Our task was primarily to focus on two corridors in the city, Leninsky Prospect and Northwest Horda. Мы знаем, что Москва сейчас сталкивается со многими транспортными проблемами и решает их, а наша основной задача была сфокусироваться на двух основных проектах. Это проект Северо-Западной Хорды и проект Ленинского проспекта. Вы слышите меня, да? Хорошо. In order to analyze these two corridors, we really had to take the picture of where Moscow stands now with transportation and to look also what happened in other cities when they went through this period of increasing traffic and increasing problems of especially congestion. Чтобы проанализировать эти два проекта, нам пришлось применить системный подход и посмотреть, во-первых, на то, что у нас сейчас происходит в Москве, на текущую ситуацию, а во-вторых, посмотреть на опыт тех городов, которые уже прошли через фазу резкой роста автомобилизации. So we started by analyzing what is the situation at present in Moscow. And very often I hear this is only in Moscow. It never was such a situation in other cities. And we are saying, yes, there has been this situation in most cities. When people bought their cars and congestion increased, they faced the same problems. And let's see what they have done. So let's see Moscow and let's see what the other cities did. Итак, мы начали с анализа текущей ситуации в Москве, и очень многие говорят, что та ситуация, которая сейчас, она характерна только для Москвы. Мы же говорим, нет, такое уже было в других городах, и давайте посмотрим на то, как эти другие города решали подобные проблемы. So we have sudden increase in the number of vehicles, which was not expected so rapidly in the past, and you experience very, very congested streets, even very wide prospects that you have in Moscow. Итак, мы столкнулись с резким и неожиданным ростом количества личных автомобилей, что приводит к заторам даже на крайне широких проспектах. What is the situation in Moscow? Well, fortunately, you have an excellent metro, very high capacity, so it carries large volumes of people throughout the region. You also have a lot of наземный transport, общественный transport. That one is extremely important, but it is old-fashioned, it's not efficient, and it suffers now from congestion, and you have the problem what to do with that transport. Итак, текущая ситуация в Москве. В Москве есть прекрасное метро второго уровня, которое работает прекрасно, и есть в Москве наземный транспорт, или общественный транспорт, как вы его называете. Это тоже очень важный элемент, но в настоящее время он старый, он недофинансирован, и он тоже страдает от заторов. Your tramway, for example, is, many people say that's old, we should change that, it is not flexible. That is what happened in many other countries. And some other countries abandoned tramways, and that was a big mistake, because other cities modernized tramway and made what we now call LRT, легкий рельсовый transport, which is very different from tramway. So you have tramway from 50 years ago, and we are saying
you should look at modern LRT. Давайте посмотрим на трамвай. Очень многие сегодня говорят, что трамвай это нечто старое, нужно его заменить или вообще его демонтировать. Многие города так и сделали, но они сделали очень большую ошибку, потому что другие города занимались модернизацией трамвайных систем и модернизировали их до того, что называется легкий рельсовый транспорт. То есть, призывая Москву не отказываться от трамвая, а смотреть в будущее, смотреть на новые современные виды трамвая. The congestion that you have is very serious and it's a big problem in the city. This happened in many cities, and it is somewhat logical that if people see congested streets, they say our city should get more streets, more highways, and more parking. Что касается заторов, заторы это очень типичная ситуация и очень характерно, когда люди видят затор на дороге, они говорят, ну давайте расширять дороги, давайте строить новые и более широкие дороги. The problem and solution are not so simple, because some cities really tried to rebuild the city for the automobile. What they got was not a livable city. They destroyed the city and they have more congestion of traffic than other cities which took an approach to improve somewhat the streets and highways and to improve even more pedestrian transport. И у нас получилось так, что если мы действительно строим более широкие дороги, то мы получаем ситуацию, к которой пришли также многие другие города, которые активно инвестировали в развитие автомобильной инфраструктуры. Они столкнулись только с тем, что дорожные заторы стали еще больше и еще длиннее. One problem is sometimes considered, oh, parking is different. Parking is a part of the system, and you have it completely out of control until yesterday. So this payment for parking is the first control that you must introduce much more. Очень многие говорят, что парковка не относится к дорожной инфраструктуре. Напротив, парковка является одним из основных и наиболее важных аспектов. И конкретно сейчас в Москве она была полностью дерегулирована до вчерашнего дня. И взимание платы за парковку это тоже очень важный элемент регулирования трафика. Parking on trottoir, on sidewalks, is an obstacle to the city. It really is a very negative situation. In other cities, there are advantages to light rail. Oops. Go back. Итак, парковка на тротуарах представляет собой большие трудности для самого города, для его существования. Right, okay. So we have to look at what do we do with highway traffic, road traffic, and what do we do with public transport, and how we should modernize public transport. Итак, нам нужно смотреть на общественный транспорт, на то, как он выглядит, и на то, как он можно модернизировать. Just one example is that in modern light rail transit, there is a signal when light rail vehicle comes, automatically gets green and goes through. Here, as soon as Chukino, where one tramway comes and then has to stop, the next tramway cannot go, loses green, and has to wait 2 minutes for cars to go. Один из примеров такой модернизации является распространение в многих городах приоритета, когда дается трамвай. То есть трамвай подъезжает, и светофор автоматически переключается на зеленый. Здесь же я видел пример, например, в Щукино, когда трамвай подъезжает к светофору, останавливается, следующий за ним трамвай тоже не может проехать, тоже пропускает зеленый светофор и стоит 2 минуты ждет. You sometimes have these emergency vehicles or priority vehicles, and they create problems with congestion anyway. Автомобили экстренной службы, автомобили представителей власти тоже очень распространены в Москве, и они тоже создают заторы на дорогах. The cities have changed in 100 years from mostly people to mostly vehicles. За 100 лет города переориентировались с пешеходов на транспортные средства. Many cities began to build big highways, and that also, to some extent, must be done. It's useful, but it can be done wrongly, and then it may be damaging. И во многих городах началось строительство больших автомагистралей, что тоже необходимо, но это нужно делать так, чтобы оно было не вредно для города и улучшало его транспортную ситуацию, а не ухудшало.
So let's start from the beginning to see what were the misconceptions, заблуждения. First, the proposal to charge for parking was opposed. That's a public surface, so it should not be charged. Давайте посмотрим эти заблуждения, которые у нас могут возникать. И первое заблуждение – это то, что парковка должна быть бесплатной. То есть это оппозиция взимания платы за парковку. You will see that even car drivers will be happy with it because now you can sometimes park your car as you need, rather than have people parking for days and days without any charging and congesting the city. Многие водители были бы сами счастливы платить за парковку, потому что сейчас, после введения платной парковки, они наконец могут найти место там, где это им нужно, а не это случай, когда машины стоят днями и днями и не платят ничего за свою парковку. In more and more cities, we are learning that if we charge for driving into the city, we control pробки, we control the congestion, and it becomes a much better situation in cities. So eventually you will have to get to that step also. На примере многих городов мы видим, что платный въезд тоже помогает регулировать транспортные заторы. И я думаю, что на каком-то этапе нам нужно пойти к этому. So Moscow is facing many of the same problems that other cities has faced before you. Москва сталкивается со многими проблемами, с которыми уже сталкивались многие другие города. And some solutions can be made in the short term. Other solutions has to be made for the long term. Некоторые решения должны приниматься на краткосрочную перспективу, а некоторые на долгосрочную. Making short-term solutions without thinking long-term create more short-term problems. Принятие же решений с расчетом только на короткую перспективу, без учета долгосрочной, приводит к возникновению проблем в краткосрочной перспективе. Not only for the transport problem, but also for the city itself. Это не только для транспорта характерно, это для всего города в целом. One example, if you need more parking space or you need more capacity on your roads, you can solve that rather quickly. Небольшой пример. Если вам нужно больше мест для парковки или больше пропускная способность дорог, эту проблему можно достаточно быстро решить. But some years ahead, you can find out that people have moved away from those areas where you supply more parking and more road capacity. Но через несколько лет вы обнаружите, что люди уедут из тех мест, где вы создали большее количество мест для парковки и большую пропускную способность на дорогах. So a good short-term solution can be a bad long-term solution. Поэтому хорошее краткосрочное решение может быть плохим в долгосрочной перспективе. So that is why that if you have traffic congestion in your streets, you should not just increase capacities to solve that short-term problem, but you should ask yourself the question: when we increase the capacity, what are we doing in the short term, in the long term? Поэтому, если у вас на улицах возникают транспортные заторы, то надо решать проблему не краткосрочно, а задавать себе вопрос, что мы получим от этого решения, которое мы примем в долгосрочной перспективе. So one misconception is that if we can solve problems, but in reality you have to think in advance and in the longer term. Поэтому нужно не думать над тем, как решать локальные проблемы, а думать глобально, долгосрочно. Another misconception is that you should not use road pricing because the streets should be open for all. Еще одно заблуждение: платный въезд невозможен, потому что улицы принадлежат всем. But road pricing actually is a guarantee that the roads will be accessible to all. Однако плата за проезд, наоборот, гарантирует доступ к этим дорогам для всех. And as Dr. Vучик said, another misconception is that parking should be free to attract business in the city. Профессор Вучик уже называл еще одно заблуждение: парковка должна быть бесплатной, чтобы привлекать предприятия и бизнес в центр города. That if the streets are filled with parked cars, you don't have an attractive city.
And it's easier to transfer those activities to other places, and you detract activities from the city to other places. Но если же все улицы заполнены запаркованными машинами, то это делает город непривлекательным. И наоборот, заставляет бизнес перемещаться в какие-то другие зоны. One example, Los Angeles had a fantastic tram network that covered the whole city. But during the 60s, the network of public transportation was abandoned and the city was given over to the cars. Пример. В Лос-Анджелесе была прекрасная трамвайная сеть, которая покрывала практически весь город. В 60-х годах она была полностью демонтирована и заменена другим транспортом. And not only in Los Angeles, but in many cities, did the same thing. You increased capacity and increased the standard for the cars, with the result that people went from public transportation over to the cars and car traffic increased. Такие примеры были еще в других городах, когда города очень активно инвестировали в инфраструктуру для автомобилей, расширяли пропускную способность дорог, что заставляло пассажиров общественного транспорта пересаживаться на личные автомобили. Without realizing it, the cities were turning into a vicious circle. И сами того не понимая, города вступали на путь порочного круга. You were building roads as fast as you can. Вы строите дороги так быстро, как вы можете. People driving cars and needed parking spaces. Люди покупают машины, начинают их использовать, и им нужна парковка. And good network of roads and good parking gave the accessibility for people to drive by car, and you got less public transport. People went from public transport over to the cars. Если дороги хорошие, парковка хорошая, то люди начинают пользоваться личным автомобилем более интенсивно и пересаживаются с общественного транспорта на личный автомобиль. And very soon you got a situation where you had to continue building roads and parking houses, and the activities in downtown of the cities started to go away. И очень быстро вы столкнетесь с той проблемой, что вам придется строить новые дороги и новые парковки, а вся жизнь центра города постепенно будет уходить. So again, the difference between short-term planning and long-term planning is big, and you have to think about both things at the same time. Опять же, в этом заключается разница между краткосрочным и долгосрочным планированием, и нужно думать одновременно и об этом, и о том. And that faces a problem, because if you are thinking short-term, and you are listening to experts like us, and we said that you should think long-term, then suddenly you will have some costs that you haven't thought about. И это тоже проблема, потому что если вы сейчас думаете, планируете краткосрочно, послушали таких экспертов, как мы, и начинаете думать на долгосрочную перспективу, вы сразу сталкиваетесь с теми затратами, которых раньше у вас не учитывалось, которых раньше у вас не было. And suddenly having those costs on the table can be a downturn, it can be a shock. But in the long term, those costs are not high. Если вы сразу же выкладываете все эти затраты на стол, то это может представлять шок для того, кто эти затраты видит. Однако в долгосрочной перспективе эти затраты многократно окупаются. So for the transport system, one way to start is to think not on just one mode. You have to think about all the modes. Поэтому первое, с чего нужно начать в развитии транспортной системы, необходимо не концентрироваться на одном виде транспорта, а думать о всех видах транспорта сразу. And this is why it is important to think about a balanced transportation system. If the whole balance is tilted towards one mode, then everything happens with that single mode. You can take the opposite. Everybody should drive public transportation and not cars at all. That will create big problems. You have to have a top balance. Именно поэтому мы говорим о сбалансированной транспортной системе. Если у нас система имеет уклон в сторону одного из видов транспорта, то и вся активность происходит только для этого вида транспорта. Можно же зайти с другой стороны и сказать, что все люди должны использовать общественный транспорт, и это тоже создаст большие проблемы. If we look around the world, we see that the cities are using all of these tools that are available for efficient transport. They're using not only for cars and highways, they're thinking about trams, buses,
trolleybuses and metro. Если мы посмотрим на различные города по всему миру, мы увидим, что они используют весь инструментарий для решения транспортных проблем. Они думают не только об автомобилях, они думают и о трамваях, о троллейбусах, об автобусах, других видах общественного транспорта. And it's interesting to see that earlier it was said that now only big cities need metro and small cities need only buses. That is not true. Small cities as well as big cities are using all the tools that are available to them. И раньше очень часто говорилось, что большим городам нужно метро, а маленьким городам они могут обойтись автобусом. Это тоже не так, потому что необходимо действительно использовать весь инструментарий доступных средств и доступных видов транспорта. If the traffic in the streets is heavy, then small cities or big cities need to do improvements. And from Bergen, they have introduced light rail. Если транспортный поток по улицам достаточно велик, то необходимо вносить какие-то улучшения в транспортную систему. И у нас в предыдущих слайдах был пример из Бергена, они сделали легкорейсовый транспорт. Bergen is only 100,000 people, and then you go to Paris with millions, and you have still light rail. В Бергене всего лишь 100 тысяч жителей, если посмотреть, например, Парижа, то в Париже больше миллиона, и у них тоже есть легкий рейсовый транспорт. And as you see on this picture, also Berlin has light rail. И в Берлине, как вы видите на этой фотографии, тоже есть легкий рейс. And the reason for this is that, like in Lyon, the capacity of the street can be increased 10-fold or 20-fold by light rail instead of using your cars. В чем причина такого развития легкого рейсового транспорта? В том, что как в Лионе пропускная способность улиц может быть за счет этого увеличена в 10 или даже в 20 раз. And that creates spaces instead of parking in the city. You can actually give some space back to the citizens. И это позволяет освобождать пространство в городе. Вместо того, чтобы использовать пространство города для парковки, вы можете отдать его обратно жителям города. And just as parking spaces are very popular, I can tell you that spaces for public parks are just as popular. И я вам могу уверить, что места для парков, места, которые будут использоваться для общественных парков, будут столь же популярны, сколь и места для парковки сейчас. And the reason is this. One light rail vehicle has the same transport capacity as 2 articulated buses or 3 regular buses. Причина в следующем. Один состав, легкорейсовый состав, имеет столь же большую вместимость, сколько и у 2 счлененных автобусов или у 3 обычных автобусов. But either of these 3 public transport alternatives have the same capacity as 180 cars. И любой из этих видов транспорта в представленном сочетании имеет такую же пропускную способность, такую же вместимость, как 180 автомобилей. So if you're using center city for a storing space for cars, then you need a lot of space. То есть, если вы используете центр города как место для хранения автомобилей, то этого места вам понадобится очень много. That is exactly why many cities, like here in Moscow, are gradually building more space also for pedestrians. Именно поэтому многие города, в том числе Москва, постепенно начинают строить пространство для пешеходов. And by thinking a balanced transportation system, you will be able to provide efficient transportation, which means that you are not using that much space for providing capacity for all those that want to travel. И если мы говорим о сбалансированной системе, то в сбалансированных условиях вы можете обеспечить эффективную перевозку всех желающих, не занимая очень много места для сохранения и движения автомобилей. So what should the policy of the city be? Should you just make good public transportation and not do anything on the road network? Поэтому в чем должна заключаться политика? Нужно ли концентрироваться на общественном транспорте и ничего не делать для дорожной сети? No, of course you should do both things, but you should, as well as improving the situation for public transport, you may also introduce some disincentives for the car traffic. Maybe it should cost more than it does today to use your car, so more people prefer to use public transport.
Конечно же нет, но в то же время необходимо стимулировать использование общественного транспорта и дестимулировать использование частных автомобилей. Может быть, поездка в город на личном автомобиле должна стоить больше, чем она стоит сейчас. And this creates a situation which is in the right direction, because if more people use public transportation, you don't have all these problems that you have to solve in a short time for the road network. И это создает движение в правильном направлении, потому что чем меньше людей пользуются общественным транспортом, тем меньше у нас возникает проблем, связанных с дорожными заторами. This is what happened in all cities around the world. You have pressure of private cars. Cars are very attractive. We all find them very convenient, right? Это происходило во многих городах. У нас есть определенное давление со стороны автовладельцев, потому что автомобиль это очень удобная штука. Нам всем очень нравится. But if many of us use cars, the system collapses because we cannot have all these cars in a congested city. Но если же все будут использовать личные автомобили, то система начинает коллапсировать, потому что мы не можем все водить машины в условиях города. So the bigger is the city, the more we must use high-capacity modes, that's public transport, rather than private cars. Поэтому, чем больше город, тем активнее нам нужно использовать виды транспорта большой вместимости, то есть не личный автомобиль. The interest of all of us, or many of us as individuals, is tilted toward the car. But the whole system and the city cannot take it. We must create a balance between the two modes. Интерес каждого из нас, как частного лица, смещен в сторону автомобиля. Но город и его транспортная система не могут обработать весь этот поток. Поэтому необходимо думать о общественном транспорте. So we have this basic policy which says public transport should be favored over private transport. Именно поэтому у нас есть транспортная политика, согласно которой общественному транспорту необходимо отдавать приоритет. What is the rationale for that? What's the reason for that? It is that when we drive our car, we think only about how much it costs us for petrol, and not much, especially if there is no charge for parking. Почему так происходит? Ответ в том, что когда мы едем на личном автомобиле в город, мы думаем только о стоимости бензина, если мы считаем затраты на свою поездку, особенно если парковка бесплатная. But when we look at the whole city, if I drive, I add congestion and I make delay to all other cars which are driving. So we have social cost, we have environmental cost, we have long-term negative cost of the city on bike of the car on the city. We do not pay for that. Drivers don't even know that they impose cost. Однако, если я поехал на машине в центр города, я вызываю тем самым транспортные заторы, я вызываю задержки для других участников движения. Таким образом, у нас возникают социальные издержки, у нас возникают экологические издержки, а водители даже не осознают, что они вызывают такие издержки для всего города, и уж тем более не оплачивают. So, in different countries there were studies and always recommended that we should favor public transport because it is more economical by space, it is more efficient, it's a public facility, and it has long-term, much better impact, it creates much nicer city. Во многих городах мира проводились исследования, в соответствии с которыми нам необходимо действительно отдавать приоритет общественному транспорту, потому что он занимает меньше городского пространства, он более эффективен, и он создает действительно эффективную транспортную систему и удобную для всех пользователей. So we have to impose some charges for people who are driving cars because of the costs they impose on the city. If we press drivers, then they complain, now I have to pay, and it's very difficult to use public transport. Поэтому нам нужно переложить на плечи владельцев те затраты, те издержки, которые они вызывают для города. Если мы их будем заставлять платить, то они, естественно, начнут жаловаться. Раньше мне не нужно было платить, а теперь нужно. For that reason, if we put charges on cars,
we should improve public transport and say now you can use public transport conveniently. Can that be done? Yes. If you are in Munich, in Paris, in Singapore, it is much easier to go by transit for many trips than by car. Поэтому, если мы вводим дополнительную оплату для водителей, нам нужно одновременно усовершенствовать общественный транспорт, чтобы сказать им, вот, теперь можно использовать общественный транспорт, и это удобнее. Реалистично ли это? Да, конечно. Если мы посмотрим на Сингапур, на Мюнхен, на другие города Европы, мы увидим, что для очень многих поездок использовать общественный транспорт нам значительно удобнее. Now back to Moscow. Where are we? We have an excellent metro, but you know, for many trips, you cannot make it easily by metro. You have to walk long distance, walk back, and so on. So metro is not enough. It's excellent, but you also need наземный transport, which will be attractive. Текущая ситуация в Москве. Есть прекрасное метро, которое работает эффективно, но для очень многих поездок, в особенности для очень коротких, использовать метро неудобно. Нужно вначале дойти до метро, потом дойти от него. Поэтому нам нужен эффективный и хорошо работающий общественный наземный транспорт. What happened with your наземный transport? You had very good one. I think it was much better 20 years ago because there was no congestion. They were faster. Что происходит с наземным транспортом здесь, в Москве? Я думаю, что 20 лет назад общественный наземный транспорт в Москве был значительно лучше, потому что он не стоял задорно. And now, you look at Tverskaya улица, and trolleybus is empty. Why? Because trolleybus is slow as car. Who will leave the car to take even slower trolleybus? Если же мы сейчас посмотрим на Тверскую, троллейбусы там стоят пустые. Почему они стоят пустые? Потому что он движется с такой же скоростью, как автомобили, и их даже значительно медленнее. Тоже променяет автомобиль на еще более медленный троллейбус. So we have to see how to also improve наземный transport so that it's convenient and frequent, and that is not what is happening yet. Поэтому нам нужно усовершенствовать общественный транспорт, чтобы он был более удобным и ходил более регулярно. А этого пока не происходит. The project we're talking about, first one is Leninsky Prospect. So we looked at that corridor, and we agree that some of your wide prospects should be redesigned to respond to the present conditions. Первый проект, который мы анализировали, это проект Ленинского проспекта, мы внимательно изучили его, и мы действительно согласны с тем, что многие широкие проспекты в Москве необходимо перепланировать, чтобы они соответствовали текущей ситуации. But we don't have just a task, let's build a big highway, so-called freeway, because that does not fit in the city, in the area where many people live, where many activities. There is that collision between this highway and the center city, so you cannot build such highways in those situations. Но перед нами не стоит задача построить очень широкую автомагистраль или хайвей и пустить туда весь транспортный поток, потому что это противоречит жилой застройке и всем тем социальным коммерческим функциям, которые у нас представлены вдоль Ленинского проспекта. То есть у нас наблюдается столкновение этого высокоскоростного трафика и местной жизни. So what is the goal then what should be the goal in Leninsky Prospect? Replanning or reorganization. Итак, какова должна быть цель перепланировки Ленинского проспекта? We want to increase capacity for general traffic going through that area and local traffic. Нам нужно увеличить пропускную способность для транзитного движения и местного движения. We must improve наземный transport at least as much as we improve the car, otherwise we have a problem. Нам нужно повысить уровень качества общественного наземного транспорта как минимум на ту же величину, на которую мы поднимаем уровень для личных автомобилей. And we must consider people living there. We must retain a livable area which has many functions. People are living there, there are hospitals, there are schools, and we don't want to destroy the city. So some of these
interests are colliding and we must find a reasonable balance between them. И нам необходимо учитывать интересы местных жителей, которые живут в этот аспект. А там не только жилая застройка, там и больницы, там и магазины и так далее и тому подобное. Безусловно, какие-то из этих интересов противоречат друг другу, и нам необходимо найти баланс между этими интересами. Now, when we look at the entire city, then we see some differences. If we are building a highway, we should not go through the concentration of activities. We should go more around it. But if we have public transport system, metro or tramway or trolleybus, it should go right into the center of activity and bring people to walk to the destinations. Давайте посмотрим на город схематично. Здесь основная особенность в том, что если мы строим автомагистраль или хайвей, нам нельзя ее строить через город, то есть через сосредоточение различных местных жилых и прочих функций. Нам нужно делать автомагистраль вокруг города. Если же мы строим общественный транспорт, то этот общественный транспорт как раз и должен заходить в самый центр. Now when we get to Leninsky Prospect, we see that it has all these functions, handle traffic and so on. Now, we cannot, as I said, build just elevated highways right through the city there. We can do that outside of the city, in suburbs, but not in high density. Если мы посмотрим на Ленинский проспект, сейчас он сочетает все возможные функции, жилую, транспортную и так далее. Мы не можем просто взять и построить дорогу на эстакаде. Дорога на эстакаде, она очень хорошо подходит для загородной местности, где нет никакой застройки. Also, we have a problem that you cannot change from 6 lanes to 4 lanes to 2 lanes because you immediately have a bottleneck and breakdown of the system. That's where you create problem. Еще одна проблема состоит в том, что нельзя изменять полосность движения, допустим, с 6 полос резко до 2, потому что именно в этом месте создается бутылочное горлышко, узкое место, и это и создает пробки. The proposal for Leninsky Prospect is that there will be 3 plus 3 lanes which are going over or under intersections, so that these lanes are going without semaphore. Проект реконструкции Ленинского проспекта подразумевает создание по 3 полосы в каждую сторону движения, которые будут переходить перекрестки или по эстакадам, или через туннели. We are not convinced that it has been sufficiently analyzed what will happen when you speed up that section of Leninsky and you come then to Gagarin Square and it becomes narrower, or you come to MCUT and you get into congestion. Then are we improving where it's not a bottleneck and not considering the bottlenecks? In that case, we may increase congestion. Мы не уверены, что в этом проекте проводился достаточный анализ того, насколько сильно увеличение пропускной способности скажется в одном конце проекта. Это на площади Гагарина, и в другом конце проекта на МКАД. На площади Гагарина у нас меньше полос, на МКАДе у нас постоянные заторы, и мы не уверены в том, что предлагаемое решение, то есть улучшение пропускной способности дороги в тех местах, где у нас нет узких мест, не создаст еще больше заторов. We looked what is planned to improve public transport on Leninsky, and we find only that statement that one of the lanes in each direction will be reserved for buses. Мы посмотрели на те усовершенствования, которые в проекте предлагаются для общественного транспорта. И мы обнаружили только одно указание на то, что одна полоса будет выделена для автобусов. That is physically difficult because that lane has to intersect with many others. So you have to allow other cars to go through that lane. Plus, in many cities, bus lanes are introduced. And then you decide that on Saturdays and Sundays, that should not be reserved. Then you decide that taxis should be allowed in that. Then you decide that electric cars should be allowed. Motorcycles should be allowed. And we lose the entire concept of reserved lanes. Во-первых, это физически очень сложно, потому что через эту полосу необходимо перестраиваться, то есть машина все-таки будет разрешена просто, это выделена автобусная полоса.
И второй момент – это то, что в многих городах действительно удлиненные полосы вводятся, а потом принимается решение, что, допустим, в субботу и воскресенье они открыты для общего движения, потом принимается решение, что такси там тоже могут по ним передвигаться, потом электромобили и так далее и тому подобное. То есть выделенность самой полосы это теряется. We heard here that there was a proposal to put a modern tramway that's LRT, light rail, along Leninsky, which would be a much higher level of service, separated from other traffic. It would be a demonstration of this new mode that is so successful in many, many cities around the world. Мы знаем о том, что существует предложение провести по Ленинскому проспекту ветку легкого рельсового транспорта, который будет обеспечивать значительно больший уровень обслуживания, он будет проходить по выделенной линии и будет характерным примером использования этого вида транспорта, который столь успешен в других городах. But instead of this car from 1950s, we should have light rail. Вместо вагонов образца 50-х годов нам необходим легкий рельсовый состав. We should also have at intersections, if some bus lines come here and light rail comes here, we should have easy crossing. Now, the plan is that these station stops for buses and trolley buses are sometimes 300 meters from the intersection. So who wants to change has to walk half a kilometer to change the vehicles. That is not a good service. Кроме того, нам необходимо обеспечить легкость и удобство пересадки на перекрестке. Текущий проект подразумевает то, что для того, чтобы перейти с одного вида транспорта на другой, необходимо будет пройти 300 метров или еще больше. Вам может захочется идти полкилометра, чтобы пересаживаться с одного маршрута на другой. How is the physical solution of this 6 lanes with underpasses and overpasses? It has been done, simulation has been done. It shows very smooth traffic, but it shows a huge highway with reduced areas for the life of people who live and work there. So it's really very imposing on that corridor. Таким образом, предлагаемая магистраль, шестиполосная магистраль с тоннелями и эстакадами, у нас есть проекция, делалось для этого моделирование. Моделирование показывает, что транспортный поток будет очень плавным и хорошим, но мы получаем в итоге огромную широкую магистраль, которая уничтожает многие социальные функции, которые находятся вдоль проспекта. Таким образом, влияние этого проекта на окружающую городскую среду очень большое. So now, if we look at the entire project, if we provide for faster travel in those 3+3 lanes without signals, we will attract cars from other streets to come a little faster. So we'll increase the volume that will come into Gagarina and MCAD, which are now the problems and bottlenecks of the network. Если мы посмотрим на весь проект в целом, то мы увидим, что за счет предоставления большого количества полос и отсутствия светофоров мы привлечем тем самым еще большее количество автомобилей с соседних улиц на Ленинский проспект. И этот весь трафик, он окажется в итоге на площади Гагарина или на МКАД. If we have this improvement for more vehicles to drive through that corridor, and we do not improve anything for transit or make it even less convenient, what do we expect? We expect people will change more from transit to cars instead of the other way around. Если же мы улучшаем условия для движения личных автомобилей и не делаем ничего для общественного транспорта или даже делаем его менее удобным, то чего можно ожидать? Конечно, должны ожидать то, что люди будут пересаживаться с общественного транспорта на личный автомобиль. The city of Moscow has adopted policy that we should improve transit, we should encourage people to use transit over private car. So this design as it is now would be directly opposite to the basic policy of the city. Городом Москвы транспортная политика подразумевает предоставление приоритета общественному транспорту и приоритетное развитие общественного транспорта. Таким образом, этот проект напрямую противоречит тому, что заявляется городом Москвы. We are therefore suggesting several things to reanalyze the capacities, to consider maybe only 2+2 lanes
rather than 3+3 lanes, which would increase the volume of traffic going through this area, and therefore we would preserve more the livable area for residents, for students, medical people, in life in this corridor perspective. Таким образом, наши рекомендации по этому проекту — это, во-первых, проверить распределение транспортных потоков и их объектов. Во-вторых, рассмотреть возможность сделать не 3+3 полосы, а 2+2, потому что если мы делаем 3+3, мы автоматически увеличиваем транспортный поток, и мы уничтожаем все социальные функции, делаем среду вокруг проспекта малопригодной для жизни. We also suggest that they seriously consider a modern light rail line, which has not been analyzed. It's only rejected by very superficial arguments. Мы также рекомендуем серьезно рассмотреть возможность строительства линии легкого рельсового транспорта вдоль Ленинского проспекта, который в настоящий момент не анализировалась серьезно и не рассматривалась проектировщиками. Okay. Yeah. Next. Now we come to Года, Northwest. Теперь о проекте города. It really has been dominated by the requirement that there should be section without traffic signals. Этот проект значительно более сложный, и в нем основное внимание уделяется тому, что эта магистраль должна быть без светофора. That is a concept which has been confused. We do have freeways or autoroute or what you have here like MCAD. That's a concept of totally separated highway. But that can work only in very wide corridors and specially designed and separated. You cannot take a street which has many intersections and make it without semaphores. Эта схема организации движения здесь используется неверно, потому что, да, действительно, у нас существует такая концепция, полностью выделенная автодороги, или autoroute, как она называется во Франции, на которой действительно нет светофоров. Но эта схема работает только в особенных местах, на автодорогах, которые действительно очень широкие, находятся вне городской застройки. Вы не можете просто взять и превратить обычную улицу, имеющую очень много перекрестков, в дорогу без светофорного движения. There was that idea in the 1930s when traffic signals began to come. And some people say, well, those signals just delay us. We should design highways so that all flows go without signals. Эта идея светофорного движения появилась в 30-е годы, когда только появились светофоры, и многие сказали, что эти светофоры, они просто замедляют движение. Давайте разработаем схему, где их нет. And an Austrian architect who lived in the United States wrote a book, Steady Flow System. И австрийский архитектор, который жил в Соединенных Штатах, написал даже целую книгу, заглавленную «Система постоянного потока». And he showed how all the streets should be separated, not crossed, but people come and turn right here, and then they go and turn back and come here and continue here. И он там описал схему движения, когда улицы не пересекаются, а для того, чтобы пересечь магистраль, необходимо завернуть направо, доехать до разворота, развернуться и повернуть направо, продолжив движение по исходной улице. And we use that in some areas with moderate traffic, not with heavy traffic, where there is a lot of space and people go to many different directions. Эта схема используется в местах, где транспортный поток средний, где есть достаточно много свободного места и где люди двигаются в различных направлениях. We have it around airports, in the various sports areas, medical complexes, but not in centers of cities and not where we have intersections. Например, такие развязки используются вокруг спортивных сооружений, на территории больниц, но не в центре городов и не в местах, где у нас очень большой транспортный поток. We asked who gave this idea of no signals, and we understand Mayor Lushkov got the idea we must go without signals. Мы спросили, кто вообще дал эту идею светофорного движения, и, насколько мы поняли, это было предложение мэра Лужкова. Mayor
Khrushchev made many good things, but he did not know traffic engineering. Лужков сделал очень много хорошего, но в транспортном планировании он не очень разбирался. Now look what happens. They are trying to take Давайте посмотрим, что Present condition. yes, and this is народного ополчения. улица Народного ополчения, And it has an intersection with Marshal Beriousov. и она пересекается с улицей маршала Березова. And now they say, we want this to be without signals. Сейчас предложение следующее. Давайте уберем здесь светофор. Since they cannot build big interchange, underpass, overpass, they said, we will just block this. We'll have a divider right in the middle. Поскольку развязку большую многоэтажную построить здесь невозможно, они сказали, что давайте просто сделаем большой разделительную полосу народного ополчения. So now, these cars are going here, and turning left here, and so on. Сейчас вот синий транспортный поток показан на картинке. Он едет прямо, направо, либо разворачивает налево. When you put the barrier here, then they have to go here for 700-800 meters, go back, and go once more through the intersection and go down. Если же у нас будет сделана разделительная полоса, то чтобы продолжить движение прямо или завернуть налево, необходимо повернуть направо, проехать 700-800 метров, развернуться и еще раз проехать через тот же самый перекресток. These from here have to go down, turn back, and then go that way or this way. Чтобы повернуть с народного ополчения на маршала Березова налево или продолжить движение по маршалу Березова с другой стороны, необходимо проехать вниз, те же самые 700-800 метров развернуться и дальше свернуть. Now that's a problem for cars, but they also want trolley buses and buses to go several hundred meters and go back. Это проблема для машин, но общественный транспорт тоже планируется перенаправить через эти развороты на 700-800 метров туда, а потом обратно. This is an unbelievable so-called solution. Это невероятное в кавычках решение. Because it says, let's build a highway for as many cars as we have, and let's take общественный транспорт, throw it out of the way, and drive those people kilometers empty where they don't want to go. И потому что решение у нас сейчас следующее. Давайте построим огромный хайвей для автомобилей, а общественный транспорт выделим на обочину и заставим его проезжать много сотен километров туда, куда эти люди на самом деле не хотят. If you are designing networks, lines for public transport, and I have taught that for many years around the world. Если вы планируете линии общественного транспорта, а я обучаю этому уже много лет. One principle is you should have them as direct and convenient as possible. Speed on public transport is very important. We have to attract people rather than push them away from public transport. И один из основных принципов транспортного планирования состоит в том, чтобы делать маршруты общественного транспорта наиболее прямыми, насколько это возможно. Потому что скорость для общественного транспорта является основным фактором. Нам нужно привлекать людей на общественный транспорт, а не отталкивать от него. So we find here that at Beriozovo, this would have to be the movement of buses and trolleybuses. Поэтому мы видим, что на маршале Березова траектория движения автобусов и троллейбусов будет такая, как показано красным на схеме. Some of them have more than one bus per minute. So that means all these buses, and they have to make these tight turns and to come here. На некоторых маршрутах частота движения составляет больше одного автобуса в минуту, поэтому все эти автобусы будут проезжать все это расстояние, разворачиваться и ехать обратно. We see you had that problem before. I don't know. You should have had a revolution against this. Ну, вот проблема уже возникала раньше. Почему у нас не делают революции на этот счет? Почему никто об этом не говорит? If somebody wants to destroy общественный транспорт, this is the way. Это ровно то самое решение, позволяющее идеальным образом разрушить систему общественного транспорта. You have 4 kilometers. Здесь 4 километра теперь переправляют. Well, how do we expect that people with this will leave their cars and go with public transport? Разве мы можем ожидать такой ситуации, что люди пересядут с личного автомобиля на общественный транспорт? So this is again diametrically, directly opposite
to the basic policy of the city, we should encourage public transport. Опять же, это напрямую противоречит принципу стимулирования общественного транспорта, провозглашенного городом. This is not only a problem of at this location. This should not be done anywhere. You do not design a highway for cars and then see what happened with public transport. You must work on even more improving public transport. Эта проблема характерна не только для анализируемых проектов, это решение вообще нигде нельзя применять. Нельзя просто взять и построить автомагистрали, а потом смотреть, что же у нас будет с общественным транспортом. Общественный транспорт тоже необходимо принимать во внимание. Do we want that people leave buses and take cars, and then we'll be surprised why do we have problems? Хотим ли мы, чтобы люди пересаживались с общественного транспорта на личный автомобиль? Они же пересядут, а потом мы будем удивляться, почему у нас пробки. Потому что мы сами их создали. So we find that Horda was really even more than Leninski, designed with one of those groups. People driving, and mostly driving longer distance, rather than local traffic. Disregarding public transport, disregarding the impacts on the surroundings. Таким образом, мы обнаружили, что проект Северо-Западной хорды был сделан исключительно с акцентом на одну категорию людей, это автовладельцы, а это именно транзитный трафик, а не местный трафик. И в нем абсолютно не учитываются ни интересы общественного транспорта, ни интересы людей, живущих вдоль этого транспортного коридора. We should avoid very large interchanges very close to apartment buildings. Нам нужно избегать строительства больших развязок очень близко к жилой застройке. What happens if you build an elevated highway in the city? Sometimes you must do some of that. There's no other solution. But in many cases, we try to do that under the pressure of we have congestion, we should reduce congestion. Что же необходимо делать? Да, иногда действительно необходимо строить эстакадные автодороги, но в основном это делается под воздействием, под тем лозунгом, что у нас много транспортных заторов, давайте же расширим, давайте построим больше эстакад. In San Francisco, which is a beautiful city and has views of the Pacific Ocean and the bay and the bridges, everything, and it has a long coast. They were planning to have a double-level free highway going all around, separating the entire city from the water. Сан-Франциско очень красивый город, там виден красивый вид на Тихий океан, красивый вид на залив, красивый вид на мосты, и длина побережья тоже очень большая. Там был план строительства двухуровневого хайвея вдоль побережья, что фактически отделяло бы весь город от воды. When they built that double-deck highway, people began to discuss that and stopped the building. After 20 years, they tore down that whole highway. Когда они начали это строить, люди увидели и начали обсуждать, и добились приостановки строительства. А сейчас прошло уже 20 лет, и эта дорога была полностью снесена. We have had now torn down such highways in Boston. Seattle is planned, in Seoul, in Korea, also torn down. So we have some examples where people say, do not destroy the city just to get cars faster through our city. И во многих городах эти автомагистрали, уже построенные автомагистрали, или уже снесены, или их снос планируется, это в Бостоне, в Сиэтле планируется, в Сеуле, как мы видели сейчас на предыдущем слайде. И люди в этих городах говорят, не нужно делать город удобнее для автомобилистов в ущерб другим категориям населения. We are recommending that they reevaluate this whole plan and this concept of no signals is not only bad for trolley bus and bus, it is not good for efficient flow of traffic.
And I don't think that that will be efficient to apply on this corridor, having the traffic is too heavy. Мы рекомендуем пересмотреть предложенный проект, а также оценить, насколько обосновано применение бессветофорной системы. Потому что эта система не только вредит трамваям, троллейбусам и автобусам, эта система очень плохо отражается на всем городском окружении. И мы не думаем, что применение этой системы снизит затор. We are suggesting also that they reevaluate the plan for highways, that they really design something positive for public transport rather than to degrade public transport. Мы также рекомендуем пересмотреть план строительства автомагистралей и действительно внести какие-то усовершенствования для общественного транспорта, а не снижать его уровень. Looking at Leningradsky and Hordem, we are suggesting also that every such project, and we support redesigning some of them, but you must consider all the major groups, cars going through, cars locally, public transport, taxis, people living there, businesses, all of these groups, there must be a reasonable compromise there to still leave a livable city. На примере проанализированных нами проектов мы предлагаем сделать следующее. Действительно, пересмотреть их и учитывать в новых проектах, то есть и в этих, и в новых будущих проектах, интересы всех основных категорий людей, пользующихся данной магистралью. Это и автовладельцы, которые являются транзитным транспортным потоком, это и местное движение, это и интересы общественного транспорта, это и интересы людей, живущих вдоль новых транспортных коридоров. И только учет этих интересов и нахождение разумного компромисса между этими интересами сделает город действительно удобным для жизни. And finally, these two projects led us to also look at the whole picture. How do we achieve Moscow to decrease congestion and to create that balance that creates a livable city? Анализируя эти два проекта, мы также попробовали взглянуть на все в общем и выработать некоторые рекомендации, которые смогут позволить Москве избавиться от транспортных заторов. Today, I talked to somebody living in this corridor. He says, you know, I find free parking where I go. So for me, it is cheaper to drive than to take the metro. Сегодня я говорил с одним человеком, который живет вдоль одного из этих транспортных коридоров, и он говорил мне, что парковка же бесплатная везде, мне значительно дешевле поехать на машине, чем на метро. So that's an absurd situation. You have just made the first step controlling parking. St. Petersburg, uncontrolled parking in center city. Don't be surprised that you have a problem. Physically, it's not possible to allow free use of cars in a large city. Вы сделали первый шаг на пути к регулированию парковки, но посмотрите, допустим, на Санкт-Петербург, в Петербурге неконтролируемая парковка в центре города. И если у нас такая ситуация, то зачем же удивляться возникновению транспортных заторов? Физически невозможно разместить все автомобили в центре. And large cities are one by one coming to the conclusion that they will have to use so-called user charges, that when you drive into the city or through the city, you have to pay. Все больше городов постепенно приходит к решению взимания платы за проезд, потому что эту плату взимают с тех самых владельцев, которые въезжают в центр города. In Singapore, that was the first one to introduce that. Now, they observe traffic, and if it is congested, they increase how much you have to pay. В Сингапуре, это был первый город, который ввел платный въезд, теперь действует следующая система. Она контролирует уровень загруженности улиц, и чем больше загруженность, тем выше цена въезда в город. But if the traffic is fast, they reduce the charge because they can take more cars without congestion.
Если же транспортный поток быстрый, затруднений нет, но они снижают цену, потому что они могут обработать новые объемы транспортных потоков. Isn't that more intelligent? Wouldn't you pay 50 rubles and then avoid the pробки? Разве это не разумное решение? Вы откажетесь заплатить 50 рублей и потом не стоите в пробке. After long discussions, London introduced also user charges, and Oslo used, and several other cities and so on. And there was a long discussion, and it's complicated, and various groups were quarreling and so on. В Лондоне после долгих дискуссий тоже был введен платный въезд. В Осло, в других городах действительно дискуссии были долгими, очень много групп спорили на этот счет. London has now concluded that the problems are small, benefits are large, and the city has better traffic, easier to park, public transport get more riders, and you can economically operate better transit. В Лондоне сделали вывод по результатам ввода платного въезда, что проблемы, возникающие из-за этого платного въезда, значительно меньше, чем те преимущества, потому что трафик стал быстрее, и общественный транспорт стал более эффективным, появилось больше следовательств на него развития. Shanghai and Peking have similar problem to yours, at once congestion. Now, they are strictly limiting even who can buy the car and under what conditions. Шанхай и Пекин тоже столкнулись с такими же проблемами, с которыми столкнулась Москва, быстрый, резкий рост автомобилизации, но теперь там регулируется даже количество автомобилей, которые люди могут покупать. And they are building metro fast as you are planning to build metro. And I'm endorsing fully the construction of metro. I only say that you have also to upgrade наземный transport, especially separated from traffic. Light rail being the best candidate, and also travel bus and bus. И в этих городах также активно строится метро, такими же темпами, как метро планируется строить в Москве. Я полностью поддерживаю настолько активное строительство метро. Однако я говорю еще и то, что при этом нужно модернизировать наземный общественный транспорт, который будет двигаться по выделенным полосам и наиболее лучшим кандидатом для такого общественного транспорта будет легкорейсовый транспорт, но надо забывать еще и о троллейбусах и автобусах. It's a big job. If we all agree to this, how do we give it to people and they accept? And the best way to do it is to emphasize that our goal in transportation is not just to provide easy parking and easy metro and so on. Our goal is to have a livable, acceptable Moskva, which is unique, world famous, and people like to come rather than to avoid Moscow. И если мы все со всем этим согласны, то возникает вопрос, как же нам донести это до людей, как нам убедить их в том, что такие решения нужны. Ответ достаточно прост. Не нужно говорить, что нам необходимо обеспечить простоту парковки или простоту использования метро. Нам нужно говорить, что мы хотим в итоге добиться того, чтобы Москва стала действительно удобным для жизни, чтобы этот всемирно известный город был не тем городом, который люди хотели бы избегать, а город, в который люди хотели бы наоборот стремиться. Mr. Хотвайт and I are looking forward to submit this report. We hope we'll have discussion. We'll have opposite views. We already heard opposite views. Fine, it's a complex thing, but we hope that we can help to guide toward that future that requires good understanding not only of the two corridors, but the principles of planning transport for Moscow. Мы здесь поэтому надеемся, что представляя этот отчет, мы вызовем активные дискуссии. Мы уже действительно слышали очень многие аргументы против, и это нормально, потому что это нормальный дискуссионный процесс. И мы надеемся, что с помощью этого отчета мы сможем добиться улучшений не только в данных двух конкретных проектах, но и сможем добиться понимания общих принципов планирования транспортных систем для создания городов удобных для жизни. Я вам скажу спасибо большое. Да, у нас